Как заставить говорить о себе весь мир Арма? Кому-то для этого нужно стать абсолютным чемпионом, зарубившись на этом пути с лучшими рукоборцами планеты. Хочу передать хейтерам привет, которые комментируют, делают меня сильнее, говорят, что я никого не смогу выиграть. А кому-то достаточно лишь отправить действующего чемпиона в нижнюю сетку. Сам внизу, да, тоже пришел очень сильный дедушка и показал, что старики тоже могут. Сегодня мы хотим вспомнить некоторые из ярких заруб прошедших турниров Лиги AMC. Тем более, что стали известны даты новых турниров. 7-й турнир пройдет в мае в Санкт-Петербурге, 8-й в августе в Краснодаре, ну а 9-й в ноябре в Москве. Да нет, не может быть. Это была первая реакция на новость из Грозного, что на первом турнире Лиги AMC Дмитрий Силаев победил Виталия Лалитина. Подогревал страсти тот факт, что на кону стояла 21 000 $. На тот момент это неприлично огромная сумма для нашего армрестлинга. И на самом деле все тогда были в шоке от того, что Дмитрий выиграл. И главная тема была, что не договорились, и Виталий отдал. Но на самом деле для меня это такая удивительная история рождения вот таких вот конспирологических историй. Но если не договорились, то счет был бы, например, там 3-1. А здесь 4-0. Нельзя недооценить соперника раз. И как только ты перестаешь тренироваться, а другие не перестают, все за столом меняется. Первый турнир AMC, где я проиграл Дмитрию Силаеву. Конечно, я был в надежде на то, что я его выиграю. Не получилось у меня выиграть на первом турнире AMC Дмитрия. И в абсолютке я хотел попробовать это сделать, но у меня никак не получилось. Хочется отметить еще один поединок первого турнира. Победу в абсолютке Георгий Таутиев над Дмитрием Трубиным. И здесь важен не только сам факт победы средневеса над тяжеловесом. Этой победой Георгий предупредил всех, что в 85-м дивизионе он ненадолго, что его будущее – это супертяжелый вес. И после второго места в 85-м дивизионе на первом турнире, на 5-м AMC Георгий уже поднимается на 3-ю ступень пьедестала в 95-м дивизионе. Вы как это весить 100 килограммов? Очень комфортно, удобно очень. Мне нравится. Тем более все вокруг говорят, как тебе идет. Я зашел на взвешивание. Виталик и Дима мне сразу комплименты. Как тебе идет, тебе так намного лучше. Вот 105 вообще было поговорить. Я согласен, мне удобно, мне комфортно. На 6-м турнире у Георгия были уже заветные 105 килограмм. И он занял второе место в 105-м дивизионе. Еще один шаг, и остерегаться Георгия придется уже Дмитрию Силаеву и Виталию Лалитину. Разговаривал с Пазюлаевым, он больше всего переживает, что ты пойдешь в абсолют. Да, боится все-таки. Ну, правильно делает, получается. На втором турнире мы все ждали реванша Виталия Лалитина с Дмитрием Силаевым. И он состоялся, но прошел совершенно незамеченным. А все потому, что все внимание тогда было приковано к другому тяжеловесу – Зауру Пайзулаеву. На тот момент Заур уже был в топе российского и мирового любительского армрестлинга, но был известным в узких кругах рукоборцев. Чтобы стать узнаваемым у широкой публики, ему не хватало сцены и звездных соперников. И все эти звездные ингредиенты как раз нашлись на втором турнире AMC в Грозном. Сегодня не только сотворилась история сегодняшнего дня и сегодняшнего турнира, но и история будущего короля армрестлинга в тяжелом весе. Хотя без недоверия здесь тоже не обошлось. Заур с такой легкостью разобрался с Виталием Лалитиным, Дмитрием Силаевым и Фиридом Османлы, что мир Арма просто не поверил в силу Заура. Виталий и Дмитрий просто забились в поединки друг с другом. Наверное, это был самый распространенный комментарий под видео с того турнира. Еще один интересный факт. На втором турнире лишь один из чемпионов смог сохранить свой титул. Это Байсангур Салтыханов.
Айс профессионал, он сделал свою работу очень четко, очень грамотно. Я думаю, что это, наверное, такой, очень большой показатель профессионализма. Это было круто. При этом всем все ждали финала первого турнира с Георгием Таутиевым, но осетинский рукоборец в этот раз до финала добраться не смог. Его место занял ветеран мирового арма Цветан Гашевский. Постарался, поборолся, тяжело, 1 месяц я готовился, борьба делал 5-6 раз в неделю. Друзья, напоминаю, что 24 мая в Санкт-Петербурге пройдет 7-й турнир Лиги AMC. Вход на мероприятие будет свободным. Но если вы хотите купить трансляцию на турнир, ссылку для покупки мы оставим в комментарии к этому видео. На этот раз вам будет доступны 4 камеры с функцией выбора экрана, чтобы вы не смогли пропустить борьбу с вашим любимым спортсменом.